Всем привет, меня зовут Алена, и сегодня я хочу поделиться с вами историей своей беременности. Как вы видите, у меня уже есть прекрасный ребенок, под аккомпанемент которого я буду сегодня записывать это видео. Также я буду пользоваться своими записями, сделанными во время беременности, чтобы ничего не забыть. Начну я это видео с истории о том, как я забеременела. 31 марта, первый день последней менструации, которая у меня была, а 10 апреля был мой день рождения, который мы благополучно отметили у меня на даче. Следующие выходные, 16-17 апреля, мы также провели у меня на даче. Затем мы уехали в отпуск в Астрахань и жили там с палатками неделю, целую неделю, да. Алена собирает соль. С учетом того, что последние полгода мой цикл составлял 24-25 дней, месячных я ждала где-то в конце апреля, но их не было. Мой муж почувствовал, что я беременна, когда ближе к окончанию нашего отпуска я решила, что хочу выпить пиво. Чтобы вы понимали, пиво я не пью вообще, оно невкусное, редкостная дрянь, а тогда я подумала о том, что неплохая идея, пиво это даже как-то нормально, не противно. Это был первый знак того, что я беременна. Да, хочу пиво, хочу пиво, мамочка. И забегая вперед, дрожжи, то есть чего-то бродящего в животе, мне хотелось всю беременность, то есть я всю беременность пила квас. Уже в конце отпуска мы начали думать о том, что я могу быть беременна, но ждали с тестом до приезда домой. 30 апреля мы приехали домой, поехали на дачу к моим родителям, отдохнули там, все еще не делали тест. Ходили, шутили, что, наверное, я все-таки уже беременна, потому что нету так долго критических дней. И 2 мая я купила первые тесты на беременность, это Леди Чек и Эви Тест. Я очень хотела сделать мужу сюрприз, как-нибудь красиво, с подарочком, там, с киндер-сюрпризом, с шапочкой детской, с носочками, с чем угодно. Главное, сюрприз. И в этот день я не хотела рассказывать. То есть я узнала, что я беременна. Моя реакция вот. У меня трясутся руки. У меня 2 полоски. Я беременна. Полоски очень хорошо видно, я беременна. В этот день я рассказывать мужу не хотела, хотела сделать ему сюрприз, но сюрпризов я делать не умею, меня слишком распирали эмоции, которые я в тот момент чувствовала, поэтому я собралась, пошла к нему на работу, хотела, если вдруг получится по пути купить какую-нибудь игрушку детскую или киндер-сюрприз или что-либо еще, зайти в магазин, но ничего по пути не оказалось, поэтому я пришла к нему на работу, забрала его с работы домой и по пути домой сказала о том, что я сделала тест. В общем, он узнал, пока мы гуляли, шли мимо парка, о том, что я беременна. И сразу же позвонил своим родителям, сказал, что поздравляю, станьте бабушкой и дедушкой. Он делать сюрпризов также не умеет. Мой муж поддерживал меня в мою беременность, сказал, что вот теперь тебе надо много гулять, поэтому в первые недели беременности он водил меня в парке, говорил, куда ты хочешь, давай вот туда, давай сюда. Мы с ним очень много гуляли и догуляли от нашего дома до Меги, где совершили нашу первую покупку для малыша, шапочку детскую. Я хотела при помощи этой шапочки сделать сюрприз родителям, сказать о том, что вот, вы станете бабушкой и дедушкой 2-й раз, потому что у моего брата уже есть ребенок.
Шапочку мы купили, но сюрприза не получилось. Уже 3 мая, чтобы подтвердить свои тесты, я пошла в инвитро и сдала кровь на ХГЧ. Результат оказался положительным. Показал, что я беременна на ранних сроках. Через 2 дня я сходила еще раз в инвитро, чтобы сдать кровь. И получил свой второй анализ, который также говорил о том, что беременность развивается благополучно, гормон растет по нужной скорости, и все у нас хорошо. Так как я знаю, что спешить с походом к врачу бессмысленно, на первых неделях на УЗИ еще ничего не будет видно, то с первым визитом я решила не торопиться и отложила его на 12 мая. Соответственно, 12 мая я пришла к своему гинекологу, сказала о том, что 2 полоски, ура, мы беременные, давайте проверять. Мы сделали УЗИ, и по УЗИ был результат беременность сроком 6 недель. И уже на первом УЗИ мне сказали о том, что у меня есть небольшая отслойка, что мне надо себя поберечь, немножечко отдохнуть, что меня, если честно, очень сильно напугало. Врач объяснила, что бывает такое, что вот эта отслойка, гематома, она может закончиться выкидышем, а может срастись, грубо говоря, и беременность будет продолжаться хорошо и без осложнений. Чтобы поддержать мою беременность, врач выписала мне витамины Элевит. Не помню на данный момент, пронаталь или первый триместр беременности. По-моему, первый триместр беременности все-таки. Магна B6, чтобы я чувствовала себя более спокойно и уравновешенно, потому что я та еще истеричка, и мне всю беременность эти витамины заходили. И для отслойки как раз она выписала Дюфастон вплоть до 12 недели. После того, что я узнала про отслойку, я позвонила своему руководителю, сказала о том, что я беременна, у меня есть небольшая угроза, и от врача у меня рекомендация посидеть дома. Но на больничный я идти не хочу. Соответственно, я договорилась со своим руководителем на то, что я буду какое-то время работать удаленно из дома. Огромная благодарность моему руководителю, что пошла мне навстречу. Мне это было очень сильно важно и нужно. Муж, так же как я, очень испугался подобному диагнозу отслойка. И всю эту неделю он за мной очень ухаживал, готовил кушать, там принести попить, принести поесть, все в кровать. Волшебная неделя, но через неделю... Волшебная неделя. Волшебная неделя, но когда она закончилась, я сходила к другому врачу, потому что моя была в отпуске. И другой врач меня успокоил и сказал, чтобы я вот так сильно не переживала, что это вообще у каждой чуть ли не первый отслойка. Просто раньше не было таких УЗИ, и на таких ранних сроках никто их не делал. Соответственно, это вообще норма вещей, чтобы я не переживала. Мои ребенок и кошка спят рядом, поэтому я продолжаю. После первого визита к гинекологу я пошла к эндокринологу, так как у меня есть проблема с аутоиммунным тиреоидитом, и я постоянно принимаю гормональный эльтироксин, то во время беременности за ним необходимо еще более тщательно следить. Я сходила к эндокринологу, он выписал мне направление на анализы, я сдала ТТГ и посмотрела, что мой ТТГ в норме. И еще через несколько дней, 25 мая, я пошла уже к своему гинекологу повторно на прием, чтобы продолжить наблюдать свою беременность. Там мне назначили вот такущий список анализов, там вплоть до гепатитов ВИЧ и прочее. Ну, это стандартный список, поэтому мне необходимо было его сдать. И это был самый неприятный момент, наверное, за всю беременность, когда я пришла сдавать эту кровь. У меня кровь плохо шла, она была густая.
Пробирок было 3 или 4. Пока мне ее набирали, мне стало плохо. В общем, меня положили на кушетку, налили мне сладкого чая, чтобы я пришла в себя. В общем, отпаивали как могли. И потом я с головокружением шла на работу. На 9-й неделе беременности я простудилась и взяла больничный. Я осталась дома, но также мне помогла руководительница моей компании и предложила, чтобы я поработала из дома, хоть и находилась на больничном. 9 июня я снова пошла к своему гинекологу, чтобы проконсультироваться по результатам своих анализов. До этого я этого сделать не могла, так как я была простужена, а здесь вот мы смотрели на мои анализы. По всем показателям у меня все было прекрасно, кроме гемоглобина. Гемоглобин был по нижней границе, в связи с чем мне выписали железо, препарат. Как только меня выписали, мы поехали с мужем и друзьями на Селигер с палатками отдыхать, греться возле костра, дышать свежим воздухом, смотреть на природу и ловить рыбу. В первом триместре говорят, что мучает сильный токсикоз, у меня ничего этого не было. Мой первый триместр прошел превосходно, я себя очень хорошо чувствовала, за исключением простуды вот в один период и того, что меня напугало врач. Все остальное время я порхала как бабочка и очень сильно радовалась тому, в каком положении я нахожусь. 15 июня, неприятный день моей беременности, который к беременности не имеет отношения. Мой работодатель, а именно компания IKEA, принимает решение о сокращении штата и частичном уходе с рынка. Естественно, для меня это было огромным стрессом. Я не знала, как мне быть дальше, что мне делать дальше. Без работы, будучи беременной, меня никто на работу другую не возьмет. Декретные выплаты, все это необходимо мне получить, чтобы просто хотя бы выживать в нашей стране дальше. Соответственно, я побежала тут же к врачу. К моему врачу записи не было. Прийти в свою клинику, взять справку о том, что я беременна, я не догадалась. Поэтому я платно побежала к другому врачу. Где получила справку. Это была 11 недель беременности. С этой справкой я пришла в отдел кадров, отдала ее, сказала, я беременна. Меня поздравили, сказали, отлично, все, ты молодец. Подпиши документы о том, что тебе там нельзя таскать тяжести, сидеть за компьютером долго и много-много прочих бумаг относительно трудовой деятельности, которая положена беременным женщинам. До этого события я не рассказывала коллегам о том, в каком положении я нахожусь. Я вообще боялась что-либо кому-либо сказать, чтобы, не дай бог, что-то со мной не случилось, так как ранние сроки очень часто заканчиваются печально по разным причинам. В общем, хоть я не верю во всякие сглазы и прочую ерунду, но я предпочла промолчать. После того, как произошло событие с информацией о сокращении штата в компании, я также оставила еще на неделю в секрете свою беременность, но через неделю опять же я не выдержала, и почему я все рассказываю сразу так всем, хочу поделиться своей радостью. Ну, в общем, рассказала. У нас было общее собрание, на котором я поделилась с коллективом, что я нахожусь в положении. Очень забавный был момент, что в этот день с утра мы сидели за компьютерами, работали, и одна из моих коллег сказала, я не сумасшедшая, чтобы сейчас в наше время рожать. Когда я сообщила на собрании о том, что я беременна, она передо мной извинилась, сказала, Алена, я не знала, прости, ты молодец, все такое. Ну, я абсолютно нормально к этому отношусь, просто была забавная ситуация. Маленький клипчик такой. 27 июня был мой первый скрининг беременности, на котором уже мне сказали пол ребенка. На первом скрининге врач сказала, что по результатам УЗИ ребенок в порядке, но развивается несколько быстрее, и его размеры соответствуют размерам не 12 недели, на которой я прошла, а 13. Когда я лежала на УЗИ, врач спросила, кого мы ждем. Я сказала ребенка, и она сказала пол. Я
не ожидала, что она мне скажет пол, и я не поняла вопроса, кого вы ждете. То есть я не знала, что этот вопрос сопровождает именно ответ про пол. Если бы она пол не сказала мне на том УЗИ, возможно, я бы сделала гендер-пати, сюрприз, все дела. Но так как она рассказала и сказала мне, что это 99% результат правильный, то я не смогла устроить сюрприз, не смогла устроить никакого гендер-пати. Рассказала все мужу по телефону сразу же после визита к врачу. Мужу, бабушкам, дедушкам, всем рассказала сразу же. Ну и с тем, что я узнала пол, закончился мой первый триместр беременности. Если вы хотите знать, что было дальше, смотрите второй триместр беременности. Он будет где-то здесь. Спасибо вам, что посмотрели мое видео. Подписывайтесь на канал. Я буду рассказывать про беременность, про роды и про своего ребенка в дальнейшем. Хорошего вам дня. Пока-пока.